Я Алиев Владимир Рустемович, работаю в предприятии МУП «Победное» инженером-энергетиком. Предприятие занимается водоснабжением сельских населенных пунктов, подачей воды для населения. Значит, понедельник, 1 августа 2016 года, примерно между 12 и 13 часами дня, на наше предприятие, расположенное по адресу Джанкойский район, село Победная, улица Победы, 81, зашел молодой человек, примерно 1,90 м ростом, и спросил, я ли энергетик. Я ответил, что да. Он представился Алексеем Самбулом, а я представился Владимиром Рустемовичем, энергетиком. Значит, он сказал, что предлагает продукцию, электротехническую продукцию, уточнил, какую: датчики давления, датчики температуры, а также коммутирующую аппаратуру, автоматы, пускатели для управления станциями управления насосными агрегатами. Похож на человека, которого встречали? Да, похож. Он достает, значит, из своей сумки командировочное удостоверение необычной формы на А4 формате белой бумаги. Название фирмы я не заметил, но заметил, что в нем, в командировочном необычном удостоверении, на русском языке указаны старые украинские названия бывшего нашего предприятия СКП «Победное», Азовского ликероводочного завода, молочного завода Джанкойского и Джанкойского горводоканала. Я ответил, что поставить печать и роспись не представляется возможным, потому что руководителя нет на месте, а печать у него. Я купил бус, перезвонил Юрию, сказал, говорю, все, я готов выполнять поручения, которые будут касаться конкретно моей работы. На что он мне ответил: тебе будут звонить люди, представляться, что они от меня, ты будешь их встречать, и они будут тебе говорить, куда ехать и что делать, чем помочь. За это ты будешь получать свои денежные средства. 6 числа ко мне позвонил неизвестный, представился от Юры. В телефонном разговоре он мне сказал, что я в 12 ночи должен приехать в деревню Рисово, недалеко от Армянска, забрать группу людей с каким-то грузом. Дальше, чтобы я никому ничего не говорил о своей поездке, а дальнейшие установки мне все скажут при встрече. Я дождался звонка от того же человека, который мне назначил встречу. Он мне указал переехать в другое место, то есть в деревню Суворова, на окраину, в районе кладбища. И там мы должны были встретиться, что я должен забрать 4 людей с грузом, с которым они прибыли. Приехавши на место, подъезжая к месту, я увидел перед собой стрельбу, где и был задержан сотрудниками ФСБ по факту. Сейчас я осознаю и оцениваю свои действия, что я непосредственно выполнял приказ военной разведки Украины, а непосредственно то, что мне о перевозке диверсантов и их груза по территории Крыма.
Я Сулейманов Редван Рустемович. Родился 11 ноября 1989 года. Имею гражданство Украины. Проживаю в городе Запорожье, Космическая 168, квартира 32. В октябре 2015 года я был завербован в качестве агента Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Получил псевдоним Юзов. Вербовка происходила в городе Запорожье сотрудником ГУР Павлом Николаевичем. Фамилию и звание его я не знаю. Павел Николаевич объяснил мне, что моя задача будет состоять в том, чтобы собирать на территории Крыма военную информацию и передавать ему. И за эту информацию он сказал, что будет платить мне 3-4 тысячи гривен в месяц. Павел Николаевич также сказал мне, что если я устроюсь работать на военный аэропорт Бюрпек или на железную дорогу, железный дорожный вокзал города Симферополь, для того, чтобы передавать ему информацию о передвижении военной техники, он обещал платить 5-6 тысяч гривен в месяц. Еще он сказал, что по приезду в Крым я должен устроиться на работу в аэропорт или на железную дорогу не сразу, а через 2-3 месяца, после того, как я приеду в Крым. И за эти 2-3 месяца я должен получить паспорт Российской Федерации. Что первое мое задание будет поехать в город Симферополь, в воинскую часть, которая расположена на улице Субхи. Посмотреть, какая техника туда приехала и количество ее. В качестве вознаграждения он дал мне 700 гривен и попросил написать расписку, что я и сделал. Основная связь с Павлом Николаевичем была через мобильный телефон или через интернет-программу Line. Также он сказал, что если ВКонтакте или в Одноклассниках мне напишет незнакомый человек и произнесет основное слово «Чикаго», как зашифрованное, то этот человек от него, и от него могут поступить другие задания. Еще я должен был каждые 2-3 дня выходить на связь, где должен был писать ему либо плюс, либо окей, что означает, что со мной все хорошо. В конце октября я поехал в город Симферополь, нашел эту часть, которая находилась на улице Субхи, и произвел сбор информации, посчитал количество техники и какая техника. В июле 2016 года, находясь в Одессе, я встретился с Павлом Николаевичем, где он мне дал задание поехать в город Симферополь и на центральном автовокзале города Симферополь, а также в аэропорту города Симферополь найти место для закладки самодельных взрывных устройств. Критериями закладки должны были быть труднодоступность, легкость закладки, а также большое количество людей, поток. Также я должен был посмотреть количество видеокамер, находящихся в этом месте, и частость патрулирования правоохранительными органами. Также я должен был сделать муляж взрывного устройства, заложить в заранее выбранное место, позвонить в правоохранительные органы, остаться на территории аэропорта, посмотреть действия правоохранительных органов, сфотографировать и отправить фотографии ему. 29 июля я приехал в город Симферополь, где посетил центральный автовокзал Симферополя и аэропорт, где нашел 4 места для перспективной закладки самодельных взрывчатых устройств, самодельных взрывных устройств. Подробно описал и отправил Павлу Николаевичу по программе Line. 30 июля я отправился в Симферопольский аэропорт, где связался с Павлом Николаевичем, сказал, что я на месте и закладка произошла успешно. Он сказал, написал мне плюс, что все, ожидай, тебе наберут, сделаешь конференц-связь с полицией. Я отошел в сторону, подождал, мне набрали, я сделал конференц-связь. Во время конференц-связи я услышал то, что меня повергло в шок. Что я Амир Каримов, сегодня мы с братьями переходим с малого на большой джихад. Ровно в 12 часов мы взорвем центральный аэропорт города Симферополь, а также центральные автовокзалы Симферополя, Ялты и Севастополя и Керченскую переправу. После этого я отправился в непосредственную близость к аэропорту, чтобы наблюдать за действиями правоохранительных органов, где был
сделал 5 фотографий, отправил ему по вот этой программе Line. После этого был задержан правоохранительными органами. Сейчас я осознаю, что своими действиями я действительно подбирал места для возможных дальнейших закладок взрывных устройств и совершений теракта сотрудниками ГУР. Вот. Ну, и могли погибнуть мирные жители.